привет! С вами канал Акаса, и сегодня мы решили задаться вопросом. Как так получилось, что большинство народов Центральной Азии исповедуют ислам? Конечно же, сразу на ум приходит арабский халифат с его идеологическим продвижением вглубь евразийского континента, затем последовательное развитие ислама при саманидах, газневидах, сельджукидах, караханидах и так далее. Однако же нас больше заинтересовала другая тема, тема укоренения этого вероучения в рамках такого государства, как Золотая Орда, с последовательным уничтожением чингизидской традиции и дальнейшим распадом. И это с исторической точки зрения действительно важно, ведь Золотая Орда – это поистине одно из самых знаковых и могущественных государств кочевой Евразии, которое оказало поистине огромное влияние на развитие множества народов и социокультурных укладов в период своего существования. Естественно, не надо объяснять, насколько сильное влияние Золотая Орда оказала на нынешнюю геополитическую архитектуру евразийского пространства. Поэтому и тему сегодняшнего выпуска мы решили посвятить именно этому вопросу. К моменту образования Золотой Орды исламская практика была феноменом с уже сложившейся традицией, глубоко пустившей свои корни как в городских средах, так и на евразийском кочевье. С начала зарождения улус Джучи представлял собой западную часть Монгольской империи. Территория же Золотой Орды в период ее наивысшего расцвета простиралась уже от Сибири и Центральной Азии до границ Восточной Европы, что иллюстрирует мировоззренческую многоукладность Улук-Улуса или Великого Улуса, как его именовали сами золотоордынцы. Как мы знаем из одного из наших ранних роликов про ислам в Центральной Азии, знакомство жителей среднеазиатского региона с религией единобожья началось во второй половине VII века в ходе арабского завоевания региона. Затем значительное место в духовной биографии Центральной Азии также сыграли караханиды в X веке, конвертировав конфессиональный потенциал региона в передовую на тот момент модель государственного развития с опорой на исламскую традицию. Что же касается других евразийских локаций улуса Джучи, то самые ранние свидетельства восточных хронистов о приходе ислама на берега Волги датируются 737 годом, где отмечена выдающаяся роль полководца Мервана в разгроме хазарских войск. Во второй половине VIII века исламская экспансия также охватывает и Нижнее Поволжье, поступательно захватывая религиозное самосознание местного населения. Это приводит к тому, что в 922 году в Волжскую Булгарию к цару Алмушу прибывает посольство багдадского халифа во главе с Ахмедом ибн Фадланом, основной целью которого было обращение булгар в ислам. В последующие века Булгария уже выступала как ключевой центр распространения ислама на сопредельные территории путем культурных коммуникаций и торговли. Поэтому к моменту прихода непобедимых монгольских туменов в зону Дэшты-Кыпчака западные земли кочевой Евразии уже имели устоявшиеся в веках исламские традиции с обилием своих школ и развитой письменной культурой. К моменту образования Золотой Орды монголы придерживались древних натурфилософских верований, в основе которых лежало представление о великом синем небе. Вот что об этом писал францисканец Плано Карпини. Они веруют в единого Бога, которого признают Творцом всего видимого и невидимого, а также признают его Творцом как блаженство в этом мире, так и мучений. Однако они не чтут его молитвами или похвалами, или каким-нибудь обрядом. Исходя из религиозных убеждений, Чингисхан последовательно проводил в жизнь принцип веротерпимости и даже зафиксировал это краеугольное положение в своей ясе, как принцип организации своей империи и социальный механизм для сосуществования самых широких и разных этноконфессиональных групп, от христиан-нестариан до буддийских монахов, которые, кстати, нередко, особенно на ранних этапах, несли службу у золотоордынских ханов. По этой причине Баты или Бату-хан неукоснительно следовал назиданию своего грозного деда и, согласно свидетельствам персидского историка Джувейни, был государем, который не придерживался никакой веры и секты, и он считал их способом познания божества. Именно по этой причине весьма обоснованным выглядит мнение ряда евразийских ученых, что ранние этапы в жизни улуса Джучи проходили под знаком приверженности монголов своим верованиям, а различные религиозные культы свободно разворачивали свою социальную активность, не притязая на верховную власть и не стремясь изгнать из общественного измерения другие конфессиональные группы. Вследствие этого на огромном степном пространстве, созданного завоевательной энергией монголов, создалась обстановка, которая благоприятствовала для восприятия той или иной мировой религии. Однако первые импульсы нарождавшегося влияния мусульман уже начинают просматриваться при Бату-хане по причине дефицита умелых управленцев. Имея в составе своей империи крупные культурно-религиозные центры в лице Булгарии и Хорезма, Батый начинает активно привлекать на службу мусульманское население. В этот период Батый закладывает
выстраивает социальную ориентацию для государственного аппарата, преимущественно составленного из исламских кадров, что нашло отражение у средневековых хронистов. Одним из таковых был Джузджани. Он, Бату, был человек весьма справедливый и друг мусульман. Под его покровительством мусульмане проводили жизнь привольно. В лагере и у племен его были устроены мечети с общиной молящихся, имамом и муэдзином. Высокая социальная концентрация мусульман в окружении Батыя даже вылилась в такие исторические зарисовки все того же Джузджани. Некоторые заслуживающие доверия люди рассказывали следующее. Бату втайне сделался мусульманином, но не обнаруживал этого и оказывал последователям ислама полное доверие. Хотя подавляющим большинством культурологов и историков этот пассаж воспринимается скептически и скорее отражает привилегированный социальный статус исламской общины в Золотоордынском дворе при правлении Батыя. После смерти Батухана, которого, кстати, похоронили по монгольским традициям, золотоордынская власть сквозь двухлетние династические трения перешла в руки его младшему брату Берке. Показательно, что победа Берке над Сартаком и его формальными наследниками Улакши и Тудамингу, помимо его патриархальных преимуществ по старшинству, также была обеспечена поддержкой со стороны мусульманского купечества, пользовавшихся особым фавором в Золотой Орде еще со времен Батухана. Также велика роль исламского духовенства Хорезма и Булгара, желавшего видеть на золотоордынском троне своего единоверца, дабы снискать в последующем доступ ко всем государственным институтам власти и иметь широкие прерогативы для осуществления призыва. Исходя из дошедших до нас иллюстраций, Берке якобы впитал благонравие и исламскую духовность с младенчества. Вот свидетельство египетского историка Эн-Нувейри, отражающий силу религиозных убеждений Берки-хана. Этот Берке сделался мусульманином, и ислам был его прекрасный. Он воздвиг маяк веры и установил обряды мусульманские, оказывал почет правоведам, приблизил их к себе, держал их вблизи от себя, сдружился с ними и построил в пределах своего государства мечети и школы. Жена его также сделалась мусульманкой. Она устроила себе мечеть из шатров, которую возила с собой. Впрочем, свидетельства египетского ученого подтверждаются и личными словами Берке, где в послании египетскому султану Бейбарсу, с коим он установил тесные доверительные связи, утверждается, что ближайшие соратники все приняли ислам, без исключения ввели у себя уставы и правила ислама. Восторженная реакция Бейбарса не заставила себя долго ждать, и кыпчакский правитель из далекого Леванта отправил в знак почтения золотоордынскому правителю редкий экземпляр Корана и множество других ценных подарков. Установив обширную линию коммуникации с религиозными центрами исламского мира, Берке в целях интенсификации исламского призыва начинает поощрять факихов и улемов, как с Бухары и Хорезма, так и с Ближнего Востока. Начал открывать религиозные школы на землях своего улуса, что в свою очередь приводит к созданию обширного корпуса религиозно-дидактической литературы. Начинает также активно развиваться исламская архитектура и художественная стилизация зданий на фоне бурного роста городов, где урбанистический облик Золотой Орды преимущественно облагораживался по центральноазиатским канонам зодчества. Естественно, подобный внушительный комплекс мероприятий, инициированный Берке, вызывает социальный протест у ревнителей традиционного кочевого уклада. Начавшаяся смута в правящих кругах джучидов была вызвана традиционной борьбой за Сарайский престол, но в этот раз с одной особенностью. Острие конфронтации пролегало по религиозному периметру. Поскольку проводимая политика Берке в отборе кадров на ключевые административные позиции в государстве обнажила уязвимость родовой монгольской аристократии перед энергичными и всесторонне образованными мусульманами. Все это воспринималось монгольской знатью как целенаправленный демонтаж их наследственных прав и вылилось в борьбу за власть. Наметившийся социокультурный откат к привычным государственным устоям выразился в приходе Менгу Тимура, внука Бату и старшего брата Тудамингу. Закономерным следствием его прихода стало замедление урбанистических темпов развития городов и прекращение протекции мусульман. Затем его сменяет Тудамингу, который, едва вступив на Золотоордынский престол, извещает султана Египта о переходе в ислам и получает традиционную поддержку и признание из-за границы. Однако, будучи от природы безвольным и неспособным на решительные действия, Тудамингу все больше подпадает под влияние инициативного Ногая, первого могущественного временщика в истории Золотой Орды, и в скором времени оказывается в стороне от большой политики, потеряв всякий авторитет внутри и за пределами своего государства. Результатом распада его символического капитала в глазах ближайшего окружения стало низложение его своим же кланом и дальнейшим отречением в пользу племянника Туле-Буги. После каскада политических событий Тудамингу, по воспоминаниям
воспоминаниям Ибн Халдуна, сделался отшельником. Правление Тула-Буги не продлилось долго, и он погиб в борьбе с могущественным Беклярбеком Ногаем, который возвел на престол его двоюродного брата Тохту. Как мы видим, деятельным участником этих социальных распри и вдохновителем всех дворцовых интриг в то время был темник Ногай, о роли которого в судьбе Золотоордынского ханства мы можем рассказать в одном из следующих выпусков. Пишите об этом в комментариях. Продолжая тему, Тохта, воцарившись на престоле, дал клятвенное заверение никогда не перечить Ногаю, как старшему в роде, и, соответственно, Беклярбек Ногай вручил ему царство и утвердил его на нем. Однако желание могущественного темника отделить западное крыло государства и провозгласить себя самовластным ханом или вовсе утвердиться на Золотоордынском престоле, попутно уничтожив всю старшую линию дома Бату, вызвало ожесточение в кругах монгольской знати против восставшего вассала. И это привело к противостоянию между Ногаем и Тохтой. Благодаря поддержке правящих кругов и улусных правителей Золотой Орды, Тохта одержал верх и вновь утвердил властную вертикаль на подведомственных ему землях. Вступив на Золотоордынский престол после серьезной социальной смуты, Тохта выступил как правитель-централизатор и в этих своих начинаниях опирался на городскую прослойку мусульман. Его активно поддерживали купеческое сословие и значительная прослойка старшей ветви джучидов. Расставив правильно стратегические акценты в своей внутренней политике, Тохта берет курс на возрождение исламского влияния в своем государстве, и даже на реформированных золотоордынских монетах 1293 года рядом с именем Тохты появляется отчеканенный титул Насир-лид-дин Аллах, помощник веры и Аллаха. Все эти факторы способствовали укреплению ранее завоеванных исламских позиций при Берке и отражали складывавшиеся объективные предпосылки для огосударствления ислама после смерти Тохты. Наследником был объявлен его сын Ильбасмыш, вокруг которого снова развернулась борьба между сторонниками степных традиций и ислама. Ильбасмыш консолидировал вокруг себя фанатов степного уклада, а представители мусульманской интеллигенции и влиятельное купечество выдвинули фигуру двоюродного брата Ильбасмыша Узбека, который в итоге и был возведен на престол при деятельном содействии харизмийского духовенства во главе с эмиром Кутлук-Тимуром, а все весомые сторонники Ильбасмыша, согласно монгольским традициям, были устранены. Влиятельный Беклярбек Кутлук-Тимур, некогда оказавший решающую поддержку Тохте в борьбе за власть, также не оказался в стороне и в случае Узбека. При этом заручился его клятвой довершить дело, начатое его праведными предшественниками на Золотоордынском престоле. Забегая вперед, скажем, что Узбек-хан сдержал свое слово, и при его правлении позиции Кутлук-Тимура только усилились, став не только улузбеком Хорезма и Крыма, но и ближайшим советником при дворе. Недаром персидский поэт Хамдаллах Казвини заявлял, что на Кутлук-Тимуре держалось государство Узбек-хана. Узбек-хан же, раскрыв немало заговоров против себя, едва взойдя на престол, повел энергичную борьбу против старообрядцев всех мастей, требуя от них под угрозой смерти или суровых лишений обращения в ислам. Именно при Узбек-хане произошел окончательный подрыв влияния степной аристократии и началась беспрепятственная исламская экспансия в государстве. Вот как звучал глас вопиющей монгольской аристократии к узбеку. «Ты ожидай от нас покорности и повиновения. А какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания? И каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдем в веру арабов?» Жесткой рукой уничтожив последних поборников степных традиций, в некоторых источниках указывается о физической ликвидации аж 120 знатных джучидов, Узбек правил около 30 лет, стремясь уравновесить в ходе своего царствования предоставленную автономию цветущим золотоордынским городам и умелое администрирование с центра. Именно на годы правления Узбека приходится невиданный взлет городской культуры как наиболее благоприятной среды для мусульманского духовенства и купечества. Узбек-хан также уделял особое внимание торговли. При нем торговые пути стали полностью безопасными, что привлекало купцов из разных государств, включая исламский мир. За сравнительно короткий период был создан мощный бюрократический аппарат по образцу ближневосточных теократий. Из широкого перечня административных трансформаций отметим только те, что имеют непосредственное отношение к нашей теме. Во-первых, государственное устройство Орды было сегрегировано на 70 сравнительно автономных улусов с широким комплексом хозяйственных, политических и наследственных прав на свои владения. Власть в улусах получали аристократы, принявшие ислам. Во-вторых, все управленческие функции государством были сосредоточены в руках 4 высших чиновников государства – улузбеков или улусных эмиров. Одним из них был Беклярбек. Религиозные и военные дела были сосредоточены в руках этого Беклярбека. В-третьих, был отменен такой важный для степной традиции институт, как Курултай. Вместо него был создан совещательный орган при ханской ставке, диван и ряд других коллегиальных институтов, функционировавших по нормам шариата. Ну и, наконец, особую роль
роль в организации социальной жизни начинают играть кади, религиозные судьи. В их обязанности входило не только судебное разбирательство по искам, но и вообще контроль над отправлением культа, ходом повседневной жизни с точки зрения закона Корана и сунны пророка. Шариат становится главным источником права и государственного самосознания, последовательно вытесняя ясу Чингисхана. Дальнейшая судьба Золотой Орды будет наследовать той государственной модели и религиозной традиции, которую утвердил в ходе 30-летнего правления хан Узбек. Его же прямые потомки, взойдя на престол, довершили начатые реформы своего отца. Вот исторические свидетельства, посвященные второму сыну Узбек-хана Джаныбеку. Весь улус узбека он обратил в ислам, разрушил всех идолов, воздвиг и устроил много мечетей и медресе. Все свое внимание он обратил на благополучие людей ислама. Подытоживая содержательную часть, отметим, что по сей день мнения историков в вопросе, что же стало главной причиной принятия ислама в Золотой Орде, разнятся. От стремления великих ханов заручиться геополитической поддержкой богатых и могущественных центров Ближнего Востока до возрастающего влияния городского купечества и суфийского духовенства. Скорее всего, все эти факторы действовали в некоем симбиозе, взаимодополнении друг к другу. Однако мы выскажем и свое мнение на этот счет. На наш взгляд, укрепление исламских позиций в улусе Джучи, равно как и параллельно протекавшее этому явление языковой и лингвистический переход монголов на тюркские наречия с последующим их включением в родоплеменной и культурный уклад местных народов, стало следствием более широкой тенденции. Это великое пробуждение самосознания некогда покоренных народов Западной Евразии, которые из поколения в поколение все больше перехватывали стратегическую инициативу и восстанавливали нарушенные когда-то этнические устои в нашем регионе. Яркой иллюстрацией к озвученному доводу служит умозаключение арабского историка первой половины XIV века Аль-Умари. Он сказал примерно следующее. В древности это государство было страной кыпчаков, но когда ими завладели татары, то кыпчаки сделались их подданными. Потом они, татары, смешались и породнились с ними, кыпчаками, и земля одержала верх над природными и расовыми качествами татар. И все они стали словно кыпчаки, как будто они одного с ними рода. От того, что монголы поселились на земле кыпчаков, вступили в брак с ними и остались жить на их земле, так и получилось. В заключение отметим, что в триумфальном шествии ислама на пути освоения золотоордынского культурного и политического пространства можно усмотреть три рубежные фазы. Первый этап – это период относительно нейтрального отношения Бату-хана к конфессиональному вопросу. Второй этап – это период приобщения золотоордынского правителя Берке к религии единобожия и начатая им политика протекционизма ханской администрации исламу. И третий этап – это утверждение уже ислама в качестве государственной религии и поступательное вытеснение всех других религиозных культов при хане Узбеке и его сыновьях. При этом, невзирая на тот факт, что период наивысшего социокультурного и экономического могущества Золотая Орда достигла именно при правлении Узбек-хана, не будем сбрасывать со счетов и мнения классиков евразийства, которые говорили, что монопольное утверждение ислама надломило становый хребет кочевой государственности монголов, приведшего к отказу от степных установлений Чингисхана и тем самым нарушило принцип престола наследия, что вылилось к утрате целевого назначения некогда великого монгольского улуса. Ну что ж, я думаю, вам понравился сегодняшний выпуск, он был очень интересный, нам он показался очень интересным, поэтому подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте свои лайки и обязательно оставляйте свои комментарии. С новыми темами, мы всегда их рассматриваем, и очень многие темы, которые вы видите на нашем канале, исходят именно из ваших комментариев. Ну а пока что до встречи на канале Акасса.